Друзья, всем привет, дорогие мои любимые медоеды, серферы, бездельники, красивые девианты, те, кто нас смотрит. У нас сегодня будет интересный эфир с Виктором Кореневским. Привет. Привет. Ну покажи Кореневского. Вот он сидит, смотрит. Всем привет. Да. И мы будем обсуждать такую интересную тему, как реформа Кемаля Ататюрка в Турции в 20-е годы, после того, как развалилась Османская империя по итогам Первой мировой войны. Как вы знаете, Турция оказалась в тяжелейшем кризисе, который фактически мог уничтожить государственность, потому что со всех, как говорится, сторон на турецкую республику, хотя она еще не была республикой по итогам Первой мировой войны, она только когда в 22 году появилась, в 23-м. 23. Да, в 23 году. И она быстро теряла территории, потеряла, наверное, процентов 80 территории, которые были в Османской империи на момент начала Первой мировой войны. Хотя нужно признаться, что она к Первой мировой войны уже была такой дряхленькой, в Балканских войнах потеряла большую часть своих европейских территорий. И весь 19 век теряла постоянно там. С Россией было много войн. Короче говоря, вот эта дряхлость позволила назвать Османскую империю в 19 веке больным человеком Европы. То есть это было такое расхожее понятие. И Первая мировая война ее добила. И в результате оказалось, что некогда могучее государство быстро скатывается к, скажем так, к тем территориям, которые занимала тюрки, как бы, да, вот, и отваливались окраины, отваливались арабские окраины, отвалились славянские окраины, отваливались, была угроза, что будет потеряна территория, населенная армянами, даже после геноцида 15 года. Потом были проблемы огромные с курдами, и у Ататюрка потом курдский вопрос очень остро стоял, потому что курды могли войти в коалиции там с различными силами, и тем самым восток Анатолии был бы тоже потерян. И вот в этих условиях Ататюрку удалось, Кемалю Ататюрку, да, Мустафа Кемаль, точнее говоря, Ататюрк. Ну, он же Мустафа сначала он же был, Мустафа Кемаль. В школе Кемаль стал, Да, и потом уже. Да, Ататюрк, он уже получил, отец турок, это переводится с турецкого, он уже получил позже это прозвище. И, собственно говоря, за эти реформы. И, собственно, перед Мустафой Кемалем была просто огромная задача, как сохранить хотя бы ядро страны, создать новую государственность в тяжелейших условиях. За счет чего, за счет каких ресурсов и за счет каких компромиссов, и с опорой на каких людей. И вот ему эту задачу удалось блестяще, можно сказать, решить, поскольку до сегодняшнего момента, спустя 100 лет, Турецкая республика покоится на том наследии, которое было заложено тогда, чуть больше 100 лет назад. И фактически даже Эрдоган, который, в общем-то, пришел к власти в начале нулевых, не смог демонтировать те институты, которые были созданы Ататюрком и которые играют свою роль до сегодняшнего момента. Хотя там определенные поползновения существуют, и ряд элементов наследия Ататюрка постепенно размываются, скажем так. Но это естественно, потому что меняется контекст, сама Турция изменилась очень серьезно. Она превратилась, действительно, в другое государство. И вот Виктор, я думаю, сейчас нам поможет разобраться, как это удалось Ататюрку и что он, на чем он строил свою деятельность, какие были приоритеты, в какой логике он двигался, там, почему и так далее, и так далее. Ну, вообще, история Турции там 20 века, даже вот упадок Османской империи, это просто кладезь опыта, который вот, когда люди задают вопрос, зачем учить историю, вот просто буквально, если бы мы нормально изучали историю Турции, мы бы там увидели все вот эти наши сегодняшние там какие-то представления, убеждения, которыми мы живем. Там Османская империя, она в начало 20 века, да, там в своем конце, это
государство одно из там передовых мест занимает по производству хлопка, табака, там этого шелка сырца некрашенного, разные там эти сухофрукты они продают. При этом сидят на финансовой игле Запада, который их постоянно подпитывает. Полностью открытый либеральный рынок для западных товаров. И Запад модернизирует османскую армию для противостояния с Российской империей. Население на тот момент там 28 миллионов, это она входила в Первую мировую войну, при 170 в Российской империи. То есть аграрно супердержава и да, там, стена Заходу. Причем, извини, что перебью, нужно понимать, что были времена, когда Отtomанская империя была более населена, чем Московское царство там, да, и Российская империя. То есть они тягались как бы одно время, они тягались даже не на равных, потому что Османская империя была серьезнее, как государство, оно было даже мощнее, наверное, когда там в 16 веке. В 16 веке она однозначно была мощнее, чем последние Московское там царство. победы над Россией, это где-то в царствовании Петра были, потом уже все. То есть... Да, Прусский мир 1711 года, и дальше уже был весь 18 век, это был провал за провалом. Вот. А почему Российская империя набирала так быстро демографический вес? Ну, прежде всего, потому что решила вопросы безопасности в борьбе с Турцией и перешла колонизация Северного Кавказа, перешла и даже Южного Кавказа, потому что потом они перешли Причерноморье, Северного Причерноморья. Вот. И получили доступ к рынкам, что позволило стабилизировать здесь ситуацию, и даже тот же самый юг Украины с территории Дикого поля, он превратился в вполне защищенную территорию, которая начала стремительно развиваться. И поэтому появилась Одесса, появился Николаев, Херсон, которые выполняли не только функцию как бы там крепостей, там, и там, где производился флот, как в Николаеве, там, да, и морских портов. Вот. Но и мощных культурных центров, как Одесса, которая из-за позиции Порто-Франко, по сути, превратилась в один из крупнейших городов Российской империи, буквально там за 100 Да, лет. Одесса там тогда вообще просто вспышка была. Ну, вообще весь Ближний Восток на начало 20 века, там же население было, очень сильно уступали в сравнении с Европой, чего многие не понимают. И даже когда началась вот эта колонизация, туда поехали евреи, так вся Сирия, Палестина, там население было от 3, максимум 5 миллионов. То есть там не было вот этого, в Ливане там христиане занимали половину, наверное, населения, в Сирии тоже. То есть, а сегодня они там занимают по 10% каких-то, а исламское население просто там развивается. И на тот момент, начало 20 века, Османская империя, это называется больной человек Европы. А нам сегодня это представляют как план развития государства. И, допустим, там есть представление, да, как комментарий был в предыдущем эфире о том, что не было в 91 году Ататюрка. Так вот, суть в том, что у нас крайне тоже искажено представление об Ататюрке, там националисты видят в нем вообще как такого мононационалиста. Там у нас нету литературы, даже это одна единственная книга, которая есть, там Ататюрк, биография мыслителя. Это хорошая книга, понимать вообще его идеи, действительно, что на него повлияло тогда. Да, он есть, сверху стоит. Да, но там крайне важно понимать. То есть эту книгу написал либерал. Да, покажи. Вот она, есть на украинском. Хотя на самом деле у меня в библиотеке штук 5 или 10 на английском там и на русском есть. В общем, вот эту вы точно можете купить в украинских книжных магазинах. Да, но здесь важно понимать, что ее написал западный либерал. Если не ошибаюсь, автор живет в США, и он описывает там Ататюрка, он описывает все эти идеи, а под каким влиянием был Ататюрк. Это идеи там Агюста Конта, то есть это такой вульгарный материализм, сcientism, это там и расовая теория, то есть все, но важно понимать, в тот момент вся Европа вообще этим интересовалась, как бы все это читали, это лапание там человеческих черепков, там френология или как это называлось, то есть и тоже человек был под влиянием этих идей. Причем этот сcientism такой, да,
Для Ататюрка вообще само представление нации, национализма, это было нечто вот как представление того же Агюста Конта, развитие идей, аж от Иохима Флорского, там, со средневековья, там, с представлениями об эпохе духа, там, это развитие Вольфганга Лессинга, там, Сен-Симона, этих утопического социализма, то есть вот эти все такие идеи, то есть фактически нация это как некий такой дух, вот он движет народом куда-то, да, то есть вот такие полумистические, можно так сказать, то есть представления, то есть и наука фактически как религия, культ науки, вот такой вот. И эти все идеи на него повлияли. И вот у нас, когда, допустим, пытаются, ну вот у нас есть вот это наша поиск родительской персоны то на Западе, то на Востоке. И сегодня, когда Украина находится в войне, конечно же, взгляды обратились на армию. Если спросить обывателя, какие он может привести примеры, когда армия приходила к власти и производила какие-то там радикально прогрессивные реформы, кто-то может там вспомнить Пиночета с Чили, но только Пиночет, когда уходил, там было как минимум официально 15% безработицы. Если бы он еще пару государственных предприятий продал, то там бы вообще бы вся экономика накрылась. Азиатские тигры, ну, извините меня, это витрина Запада была в противостоянии с коммунизмом. И для них открыли США полностью свой рынок для сбыта товаров. А нас история с нашими соседями и зерном должна была уже чему-то научить, как бы нам никто рынки открывать полностью не будет. К тому же там американские базы находились, и ну, там даже самая авторитарная власть бы особо никуда не рыпнулась. Ну и Латинская Америка, да, там сукин сын, но наш сукин сын, как бы. То есть были четкие правила, и можно было запрыгнуть либо в тот, либо в другой лагерь и получить какие-то свои плюшки. Мы же живем в эту эпоху слома такого. И нам Турция, она как раз таки вот эта вся история, когда тоже трещал вот этот миропорядок по швам, намного ближе. Но армия пришла так к власти в Турции не с Ататюрком. Армия впервые пришла к власти как раз таки в 1908 году, это Молодотурецкая революция. Вообще, там еще был такой период вот, в конце 19 века, там 1876, если не ошибаюсь, когда такое движение, как молодосманы, они произвели реформы. Ну, это вот мне напоминает Украину 2000, там, после 2004 года, там, с вот этим гениальным планом там, в Конституции правка, бджолы и вышиванка. То есть, и вот тоже были люди, которые думали, мы примем сейчас Конституцию, и будет все отлично. Через 2 года султан всех этих ребят либо на виселицу, либо куда-то отдыхать там, на Синайский полуостров подальше. Как бы, и на этом все закончилось. И Молодотурецкая революция, 1908 год. Организация, единение и прогресс. Но это по уровню организованности не превосходили там большевиков, ну, то есть среда из офицеров, из армии, которая была на тот момент самым передовым институтом, так как Турция постоянно, ну, Османская империя постоянно вкладывалась, вот прежде всего, это в модернизацию армии. Вот они думали, нам надо просто вот, вооружение, организация армии, и мы как бы вывезем на этом. Но, увы. И когда пришла армия в Османской империи в 1908 году, потом идут два поражения, ну, скажем так, первое тотальное поражение в Первой Болгарской войне, Первой Балканской войне, потом как-то они там вернули себе Эдирне во Второй Балканской. И на вот этих всех потерях территориальных просто на всех парах армия их туда, да, этот его Энвер Паша, одногодка как раз таки Мустафы Кемаля, с которым они даже учились в одном учебном заведении. На всех парах они вводят Османскую империю в Первую мировую войну. Причем, если бы Османская империя туда не влезла, еще неизвестно, как бы все разворачивалось. 14-15 год у Османской империи были колоссальные там урожаи. Допустим, им даже в преддверии Первой мировой, там, кажется, в начале 2014 года французы им выделили очередной кредит там, в 100 тысяч франков. То есть экономика вполне могла развиваться. Та же самая Австро-Венгрия тоже. Там был план превращения в соединенные провинции Габсбурга, и тоже неизвестно, как бы это государство развивалось. Но случилось так, как случилось. И дабы понимать вообще действия Мустафы Кемаля, важно понимать, в какой среде он сформировался. Вот как раз таки в этой книге там описывается. То есть он вырос в Салониках. Сегодня это Греция, на тот момент это была Османская империя. Одна из витрин Османской империи, такой мультикультурный город, огромная часть населения евреев, также там
было население еврейское, которое, одна там еврейская секта, которая в свое время приняла вообще ислам там массово. И даже были подозрения, то, что сам Ататюрк из подобной же семьи. То есть неизвестно, когда он родился, так как тогда никто не записывал дату рождения, приблизительно 880-81 год. И вот представить, 908 год, Энвер Паша, который одногодка, люди в возрасте 30 лет приходят к власти. Вот тоже у нас есть представление о том, что дай дорогу молодым. Как бы, да? И я считаю, если бы тогда Ататюрк пришел тоже на всей этой волне, он попал бы в власть, скорее всего, его бы все это совратило. Человек с молоду отличался просто безумным упрямством, там такой не терпел чужого мнения вообще никакого. Но у него был талант, это вот человек, который он со всеми просто по ночам не просыхал, и он со всеми общался. И вот это его, Не конечно, просыхал от слова, ну, не потому что он мокрый был, а потому что он бухал. да, то есть Ну, он реально был алкашом, это не секрет. И от цирроза печени, по-моему, и умер, собственно да. говоря. Ну, не дожив, я думаю, что он бы больше пожил, но вот эта вещь его погубила. Поэтому бухал он еще и атеистом, насколько я помню, был. Ну да, ну вульгарный материализм, как бы. Вот верил просто в науку и в некий мистический дух нации. Ну, его лучше всего характеризует история, когда он учился уже в этой, да, там, главной академии военной в Стамбуле, когда туда приехал начальник, как бы, ну, не знаю, как назвать, там, внутренней охранки, то есть внутренних спецслужб, так как султан был помешан просто на заговорах на безопасности, вот, приехал там проводить проверку в академии. Ну, а Ататюрк со своим лучшим другом Али Фуадом пошли в заведение, якобы они там какой-то сок пили. И тут заявляется в это же заведение этот проверяющий, как бы начальник, да, спецслужб всей страны. Ну, они подошли, попробовали этот сок, и в итоге всю ночь не просыхали вместе с Ататюрком. Как бы. А потом этот же начальник его сослал в Сирию, дабы тот поменьше писал разные там антиправительственные газеты. Ну, такой был человек. При этом колоссальная работоспособность. Он всю ночь пил, а потом возвращался на учебу. И даже бы, наверное, с отличием окончил академию эту в Стамбуле, если бы изначально там немножко не ушел в загул. А так, человек, да, Мустафа, берет имя, когда он учился в военной школе, Кемаль. То есть вот безупречный. При том всем, что человек действительно, он был там старостой класса, он там с отличием просто учился, вот это то, чего у него, ну, не было, невозможно отнять. Но характер, конечно, против всех пер постоянно. И когда его даже за это этот проверяющий сослал в Сирию, там он столкнулся с тем, что турецкая армия под поводом того, что они наводят порядок среди арабских племен, они занимались там просто разбоем. Приезжает туда Мустафа, и смотря на все это, тут как бы у него надо было немножко молчать, залет, его отправляют в Сирию, он приезжает в Сирию, и он опять идет, начинает рассказывать всем политику партии, как надо как бы работать. И здесь ему опять повезло, его выслушали, и просто руководство говорит, мы все понимаем, но если мы будем с этим бороться, то нас пристрелят как бы за первым же переулком. И это вот тоже то, что крайне похоже на наше государство. То есть у нас вот есть как бы наши институты, это такой вот европейский костюм, который мы приодели. Но вся структура государства, это вот у нас коррупция. Вот на этом государство функционирует. Вот приблизительно так же функционировала Османская империя. И ну, вот этот культ кемализма, он же сформировался там где-то после уже, ну, после Второй мировой войны. И биография Ататюрка, она крайне зализана, вот буквально там, наверное, в 80-х, 90-х дошло до того, что Ататюрку приписывали там изречения чуть ли не по поводу того, как капусту срезать на огороде и как в трактор садиться, как с ним управлять. То есть там, ну, культ был безумный. Но он сам, это вот прямо олицетворение противоречий, да, у этого человека, он при жизни рассматривал вот этот свой статус как инструмент реализации своих идей. Прежде всего. То есть он не думал выстраивать какого-то личного культа, он, если не ошибаюсь, удочерил 5 девочек, и когда его спрашивали, почему он там сына не усыновит, он сказал, а вдруг он будет дегенератом.
То есть он не пытался выстроить какую-то свою там династию даже, то есть априори. Вот он действительно был, ну, он жил идеей. И когда нам описывают, там вот даже его биографы, там многие, Первая мировая война, как он там срется со всеми этими офицерами немецкими, ну то есть, и так как немцы якобы все тупые, либо они там все презирают турок, там как бы ничего не понимают, ну это глупо выглядит, как бы, во-первых, где была бы турецкая армия без всех этих специалистов и немецких вообще офицеров, которых туда отправили. Во-вторых, напомним, что появление Геббена и Бреслау поменяло как бы вообще расклад на Черном море как минимум до 16 года. Ну, те, кто не знает, Геббен — это тяжелый линейный крейсер, который, когда война началась, Первая мировая, то он оказался заперт в Средиземном море, и за ним там погналась британская эскадра, и они ушли, короче, через Дарданеллы, бриты прошляпили, и через Дарданеллы прорвались, значит, к Стамбулу, по сути Турция их Турция якобы выкупила их. По большому счету, значит, Османская империя заказала 2 линкора в Британской империи перед Первой мировой войной. Это, кстати, насчет того, как альянсы формировались. Вот. И когда началась Первая мировая война, Турция аж не сразу вступила. Это вы должны понимать, что в августе Османская империя не вступила в Первую мировую. А бриты взяли и реквизировали эти линкоры на всякий случай. Ну и это было еще, кстати, одним недальновидно с их стороны, потому что это было одним из... оскорбление было. Это было оскорбление, которое привело Турцию к участию в войне, в том числе на стороне немцев. Вот. И когда бриты подморозили, значит, эти контракты, они потом... А линкоры там на самом деле были не очень у них. Вот эти вот, которые они строили для турков, они не самые лучшие были. По-моему, там в Латинскую Америку их продали. Или они включили их в флот, а потом в Латинскую Америку продали. Что-то такое. Вот. Я точно не помню сейчас. Но суть в том, что когда Геббен появился на Черном море, то это привело к тому, что резко переменился баланс сил, потому что этот один линкор, он по сути мог воевать с целой эскадрой российского флота, поскольку значит, линкоры типа Императрица Мария, которые, кстати, в Николаеве строились, они начали вступать в строй уже после начала Первой мировой, там в 15-16 году, и фактически весь флот черноморский был до дредноутного типа. Ну, то есть, вот как построили там до русско-японской войны и после русско-японской войны, россияне как вы построили вот эти броненосцы, там Евстафий, что там еще было, там вот это вот все старенькие. Но, кстати, Евстафий неплохо сражался с Геббеном. Он, когда в ноябре Геббен сделал нападение на Севастополь, как бы обстрелял прибрежные города, то там был момент, когда они сражались, и, значит, россияне даже попали как бы в Геббен, и тот, используя преимущество хода, ушел. Так вот, он их кошмарил, пока не появились линкоры. По сути, Геббен стал просто главной проблемой для Черноморского флота, потому что он, пользуясь преимуществом скорости, делал вылазки, как бы там, они его пытались закупорить в Босфоре, там, минировали, там, да. Ну, короче говоря, один корабль, потому что Бреслау он там послабее был, вот, но один корабль, он вынудил Россию держать огромные силы, то есть, как бы, ресурсы, которые можно было переключить на другие направления и тратить эти ресурсы на то, чтобы перекрывать вот этот, как бы, возможности Геббена. Поэтому немцы реально, как бы, очень серьезно влияли на Османскую империю в этом плане военное, потому что они давали специалистов, давали вооружение, которое это не могла произвести. Собственно говоря, были мастерской, по сути, арсеналом были Османской империи на протяжении Первой мировой. Есть книга Юджина Рогана, да, блестящая книга. Я у себя на канале делал разбор, всем советую посмотреть. Вот в разделе «Что читать» есть как она там называется? «Падение Османской империи», я не помню. Да, так и называется. Да. И он как раз очень классно это все показал.
именно как воевала Османская империя, которую все считали, что она будет дохлая, как бы там быстро сдохнет, а она оказалась очень яростно сопротивлялась, наносила контрудары и превратилась для союзников в серьезную проблему, несмотря на то, что была второстепенным значит, театром боевых действий. Но даже после там, поражения при Сорокомыше в декабре 1914 года, когда российская армия значит, сумела победить значит, османскую армию и придвинулась туда к Эрзеруму, там, ну, то есть там были тяжелейшие бои, очень много, десятки тысяч человек погибли от мороза в том числе, и угроза прорыва была к Стамбулу вполне казалась реальной. Так вот, даже в этих условиях турки сумели отбиться как бы и на востоке, и когда высадили союзники в Галиполе десант весной 1915 года, как раз там проявился вот гений Ататюрка, я думаю, ты там сейчас это расскажешь. И значит, на юге, в Ираке отбивались, они тоже там были такие напряженные бои. Ну, короче говоря, они очень серьезно отбивались и оказались очень крепким орешком, на удивление для союзников. Вообще для понимания, там как да, союзы формировались. 2 августа османы подписывают договор с Германией. И после этого они еще 2 недели, там, кажется, или 3 даже вели переговоры с Российской империей. Но просто русские уже положили глаз на пролив и на Константинополь, поэтому там уже было отпетлять вообще никуда. И, кстати, Сорокомышская операция, там же тоже, ну, Энвер Паша со своим вот этим нахрапом, когда они там просто в летнем обмундировании там через горы пошли, через снега. Да-да-да. Ну, если бы там, вот у нас очень часто не учитывают, да, средства коммуникации. И вот там просто был провал средств коммуникации, когда, получается, одна группировка вообще там куда-то ушла по горам гоняться за русским каким-то там подразделением. То есть вот они разминулись там. Ну там вообще тот случай, когда вот буквально судьба компании решалась несколькими людьми. То есть как бы один офицер там не туда пошел, да, другой русский офицер там организовал правильно оборону. Потому что российская армия могла там тоже реально проиграть, потому что это был удар, который застал там их врасплох. Поскольку они пошли там по сложным всяким ущельям, как бы там, да, это удар был такой как бы неожиданный. И реально там несколько дней, все как бы колебалось там, да. Но потом был просто тотальный разгром. Такой. Ну так русские же обратились тогда к союзникам касательно какой-то операции отвлечения, да, там хотя бы где-то турок, еще кого-то, так как, да, разгром армии Самсонова, плюс Сорокомышская операция, это которая тоже там, ну, русские немного приофигели, то есть и могло быть очень много проблем. Ну, то есть Ататюрк, вот человек отправляет его там в Сирию, после знакомства ему помогает все-таки, он отправляется как военный атташе в Болгарию, в Софию, где он тоже под огромным впечатлением, он видит Болгарию, которая там буквально недавно получила свою независимость. И здесь он этим всем впечатляется, при этом на бал он приходит в костюме янычара, то есть там он производит фурор, такой как бы эксцентричный в общем человек, как бы, и о нем многое может сказать. У него было 2 кумира, это Мольтке старший, военачальник прусский, который в 1871 году возглавил прусскую армию, разбил французов. И это положило начало как бы Германской империи. И, конечно же, Наполеон. Человек, у которого было 2 страсти, женщина и власть. И вот Ататюрк тоже человек был такой с амбициями, как бы стремился вперед, вперед, вперед. Но его упрямство, его язык, его норов как бы вечно его подводил. Это ему крайне не нравилось. Но благодаря тому, что он, скажем так, не вляпался в 1908 году, и вот эти последующие там 10 лет, да, до окончания Первой мировой войны, он прошел серьезную школу. Застал он, получается, Первую мировую в Болгарии. Потом он крайне просится, да, на фронт, и буквально там ему предоставляют войска, которых фактически даже нету, они были там только на бумаге. Но надо организовывать оборону, и там он себя крайне талантливо проявляет. К тому же, когда начинается вся эта операция, союзники, там тоже у них проблемы с логистикой, с координацией, и они там просто высаживают где попало эти свои войска. И так выпадает, что Ататюрк, просто занимаясь подготовкой своих солдат, в один момент стыкается с тем, когда турецкие солдаты, да, османские, бегут. И он проявляет здесь себя впервые, как бы, да,
То есть я вам приказываю не победить, я вам приказываю умереть. Пока мы будем умирать, сюда придут другие солдаты. И вперед, как бы. Но я думаю, он здесь довольно-таки... У него была вот эта конкуренция с Энвер Пашой, и он видел вот эту его дерзость постоянную, так, как тот взял Эдирны буквально, когда тоже воспользовался тем, что город был пуст. Собрал какие-то остатки армии, туда заскочил последний поезд. Тут надо, тут нужно как бы объяснить суть Дарданельской операции, как она вошла в историю, почему вот именно Ататюрка как бы все зауважали после него, потому что он фактически спас Османскую империю в тот момент от поражения, поскольку союзники пошли на прорыв в Дарданеллы для того, чтобы, ну по сути, если бы не прорвались, то дальше они прорвались бы к Истамбулу, могли высадить десант, как бы там, да, и... Да, там открыта логистика на Россию пошла бы, и все. Открылась бы логистика для России, потому что через черноморские порты шел основной экспорт Российской империи. Зерновой прежде всего, ну и весь остальной. То есть это, наверное, было там 80% всего экспорта. И, соответственно, когда началась Первая мировая война, то Балтика оказалась заблокирована практически, потому что немецкий флот, значит, Балтийское море контролировал, и, собственно, Санкт-Петербург и Рига, там все остальные порты были заблокированы. А на Черном море еще там как-то худо-бедно работало. Вот. А после того, как Османская империя вошла в войну, то вся эта красота закончилась. И возникло просто чудовищное перенапряжение логистическое для России, потому что ей нужно было либо через Дальний Восток поставлять, либо туда, на Мурманск. Как раз вот это Северный путь, он начал туда использоваться. И во время Второй мировой войны он интенсивно поэтому тоже использовался, потому что он показал свою эффективность. Вот. И, собственно, поэтому Дарданеллы, вот эта Дарданельская операция, она была так важна, поскольку если бы она увенчалась успехом, то фактически Турция была бы поставлена под такой удар, который она могла бы не перенести, если бы союзники высадились в Стамбуле. Дальше было бы непонятно, как бы ситуация развивалась. А во-вторых, огромные возможности, потому что обваливался бы весь фланг центральных государств, потому что там бы возник вопрос по поводу и Австро-Венгрии, и Болгарии, там, да, и, собственно говоря, ситуация для Германии и Австро-Венгрии просто чудовищным образом. Да, они бы в клешни попали бы, там бы все. Ну, вот так вот такой краткий экскурс в историю. И эта операция была, Дарданельская операция, она была масштабная, потому что там со стороны Антанты под 600 тысяч человек было, там 570 тысяч со стороны Антанты и чуть больше 300 со стороны Османской империи. И погибло 180 тысяч со стороны Антанты и 174 тысячи со стороны Османской империи. При том, что против Турции выставили огромные силы. Там был один дредноут, несколько линейных крейсеров, 33 броненосца. Ну, то есть огромный флот был там поставлен. А турков там было, флот был вообще небольшой. Помимо Гебена, там 3 броненосца, там еще что-то, короче говоря, там какие-то копейки. Но они очень агрессивно там и творчески оборонялись. И в результате это привело к тому, что через год Дарданельская операция была свернута, а Черчилль, который был ее идейным вдохновителем и организатором, потерял свой пост, по сути. Бои шли там на полуострове буквально, то есть между траншеями там было по несколько метров, и бои, когда просто затягивались все эти, то есть там реально вот турки, они брали просто характером, да, вот этой своей стойкостью. Там были моменты, когда Мустафа Кемаль мог реально погибнуть, когда там прилетали снаряды буквально, где он там был и пару минут назад ушел. И бои были настолько контактные, то что турки там, да, и с союзниками, они просто уже продуктами иногда перебрасывались. Там турки, допустим, какие-то фрукты бросали, а те им консервы. И вот как раз таки, когда началось междуречие, вот это наступление, и турки смогли остановить возле... над Багдад двигалась армия, и вот туркам удалось остановить возле руин этой столицы Ктесифона сасанидов. И это вот тоже мало кто знает, но удалось, да, под командованием там немецких офицеров, но туркам удалось блокировать подразделения британские, и в итоге, спустя там год осады или сколько, те сдались. Так вот, просто нечего было уже есть. И когда турки потом туда зашли, то есть вот
Дарданельская операция, она фактически сформировала костяк подальше от этой армии, которая сопротивлялась вообще союзникам. Когда потом туда зашли, ну вот эта турецкая армия, они даже начали спрашивать там у британцев, а кто из вас там был на Дарданеллах. То есть вот настолько это была такая вязкая операция, да, вот такие шли там кровопролитные бои. И да, Мустафа Кемаль там себя проявил, но о нем, скажем так, он не стал настолько там медийной персоной, так как очень многие другие люди, которые были в руководстве, пытались все-таки взять на себя больше все эти лавры. Ну и в последующем, так или иначе, как всегда, характер Мустафу Кемаля начинает подводить его с вот этим своим норовом горячим. Но, тем не менее, им пытались вот заткнуть все дыры, которые где-то либо там возникали. И он был фактически, ну, возглавлял вот эту провальную уже оборону, когда просто не было никаких ресурсов, когда с Египта пошло наступление бритов. Ну, там он просто с последних каких-то там ресурсов пытался как-то какие-то мажу-броски через пустыню там делать. Просто, ну, да, он проявлял себя как герой, но ничего он сделать уже не мог. И заканчивается война. То есть он возвращается в Стамбул. В Стамбуле на тот момент бардак, ну и как вообще во всей Османской империи. И генералов этих полным-полно, которые ищут себе какое-то место. Но вот здесь он начинает себя проявлять как такой человек, который общается со всеми. Вот его вот эта натура. Биография его, конечно же, почищена, но много сведений говорит о том, что он там и с британцами за их протекторат на Турции там разговаривал, а может вы там что-то думаете, я там как бы буду здесь на месте. И с итальянцами, и с французами, со всеми. К тому же он был... С итальянцами надо объяснить почему, потому что итальянцы высадились на юге, вот, и у них, ну, то есть, как бы, у итальянцев была там своя зона, условно говоря, как это, ну, протекторат фактически такой, я не знаю, как правильно они назвать. Они же там оттяпали часть островов оккупационная раньше, зона. Там поблизости. Да. Да. То есть в Стамбуле высадилась как бы там Антанта, чтобы вы понимали, сложная ситуация у Ататюрка какая была. То есть на юге итальянцы высадились, арабы как бы отвалились, греки, Запад фактически как бы поднялось восстание, и западная часть Турции, вот это Измир, там вот эти все окрестности, там, да, она отвалилась, значит, курды гудели на востоке, армяне как бы там после геноцида тоже как бы, они же еще остались, там не все были, плюс была еще та часть Армении, которая была в составе Российской империи, да. И нужно помнить, что еще Российская империя, она же занимала территории, которые сегодня входят в состав Турции, потому что после русско-турецкой войны 1877-1878 года на 40 лет регионы Карса и Ардагана, они попали они были частью Российской империи, поэтому там даже архитектура российская. Вот если вы там окажетесь, я там был просто, то вы видите, что там есть наследие как бы российской архитектуры. Вот. И поэтому там армянское население как раз было. И вот, соответственно, когда проиграла Россия, по сути, проиграла в Первой мировой войне, когда вылетела из нее, и Брестский мир был заключен, и немцы пошли как бы с севера, там, а турки пошли снизу, там, и они же зашли туда, на Закавказье, там, и, собственно, начался передел территории. И армянское население там присутствовало. То есть, получается такое кольцо со всех сторон. Вот. И в этом кольце в центре оказалось вот эти анатолийские территории центральные, где, собственно, был этот тюркский элемент. Вот. Когда национальные окраины отваливались, вот, как это часто бывает при крушении империи, а нужно было решить задачу, собственно, как переформатировать государство. Когда там султан под контролем Антанты там в Стамбуле где-то находился, ни на что не влиял. И вот Ататюрк решал вот эту задачу. Ну, ему помогло то, что он увидел какую ситуацию в Стамбуле. У союзников нет единства. Вот современные проблемы на Ближнем Востоке — это гордий узел, который в свое время еще после мировой войны завязала как раз таки Антанта. Когда они пообещали всем все, что только возможно, и вот он сразу увидел то, что между итальянцами, французами, бритами уже идет конкуренция. К тому же он был лично знаком с султаном, он его во время войны сопровождал при поездке в Берлин. То есть очень сильно все зачищено, но он общался просто со всеми. И
многие его друзья получают какие-то, да, там, должности, их куда-то отправляют, допустим, его там знакомый Карабекир контролировал тогда в Анатолии одну там из, ну, самых дееспособных таких группировок войск. Али Фуа тоже там, не помню, вот тоже, кажется, отправили в Анатолию. А он сидит вот без дела. Но он начинает общаться. При этом часть его друзей, которые там пытались организовывать какое-то сопротивление, бриты уже их начинают паковать, отправлять на Мальту туда, пусть там немного успокоятся. И Ататюрку буквально повезло. Бриты уже собирались за него тоже взяться, так как ездит какой-то генерал здесь, со всеми общается. И ему дают какую-то должность там, навести порядок, так сказать, на территории Трабзона, где тоже греки там начинают, ну там и греки, и было на территории тоже множество шастало там каких-то банд и Кавказа, ну то есть там творится просто анархия в Восточной Анатолии. И его отправляют туда просто навести хоть какой-то порядок. И он буквально там, если я не ошибаюсь, за день до того, как хотели его арестовать, ему удается просто отплыть туда. Он приплывает, и вместо того, дабы наводить порядок, там, он начинает просто рассылать всем депеши, как бы то, что нам надо как-то организовываться. И он понимает то, что у него есть какой-то период, пока он является официальным лицом, и вот этот статус, то, что он посланник туда официальный султана, тоже сыграл значительную роль. Вот сегодня мы знаем, как Ататюрка, человека, который отменил там султанат, халифат, но на тот момент он ведет целиком и полностью прагматичную политику, он выступает как правоверный мусульманин, он во всех своих речах восхваляет султана, халифа как бы за Аллаха. И первая встреча — это съезд в Эрзуруме, который происходит. Происходит объединение групп там интеллигенции, то есть какого-то, да, буржуазии, которая там какая-то небольшая была, там представителей селян. То есть это сложно называть как бы таким представительством, но он по факту вот просто использовал то, что есть. Вот там могли вот просто люди приехать, сказать: я представляю там где-то вот этот регион, хорошо, давай. И как раз таки в этот момент приходит как бы указ о том, что, ну, просто уже в Стамбуле понимают, поехал туда Мустафа Кемаль и занимается там ничем не надо, и его решают снять. Но он в ответ как раз таки тоже отправляет письмо, то, что он уходит в отставку. И здесь был один из таких пунктов, когда просто решился случай. Даже когда он уже официально объявил о том, что он снимает с себя полномочия, его помощники уже стояли как бы обескуражены, а что делать дальше. А важно понимать, армия — это все на тот момент в турецком обществе. Все, что он имеет, это его мундир, то есть это его социальное обеспечение, там его статус, там, да, пенсия, то есть все, что он имеет. Он от этого, он идет просто буквально ва-банк. Если бы Карабекир, который контролировал тогда группировку войск, самую боеспособную, не поддержал бы Ататюрка, в этот момент, ну, мы бы об этом человеке сегодня тоже не разговаривали. Но он производит там как раз таки съезд вот этот, организовывает сопротивление тому, дабы Восточную Анатолию отделили, отдали Армении, курдам тоже. Ну, там же в свое время султаны использовали тоже курдов против армян. И там вот это идет тоже вот такая вот вакханалия. Все друг друга режут как бы. Он понимает то, что надо объединиться также и с западным сопротивлением Западной Анатолии, так как на тот момент итальянцы, они же как раз таки имели свои виды на Измир, на Смирну. И союзники решили как бы выпередить итальянцев, да, туда перейти, и решили использовать греков. Причем так совпало то, что тогдашний король Греции, если не ошибаюсь, Александр его звали, его там укусила какая-то обезьяна, и он умер. И вот возвращается к власти его отец. И тот, используя миф про Константина, последнего императора из Палеологов, который пал во время падения Константинополя, и он, Константин, вот мы сейчас как бы возродим идею Великой Греции, вернем себе Стамбул и там всю Западную Анатолию, и начинается просто наступление, захватывание, да, Западной Анатолии. На тот момент там не было какого-то координированного сопротивления, тоже какие-то партизанские отряды. И Ататюрк понимает, ему надо снова-таки объединить все эти подразделения. Причем Стамбул, султан уже против него, но он их не критикует. Он действует крайне прагматично. Он понимает то, что, вот, допустим, один из его приближенных людей, один из его военачальников Рефет, он целиком и полностью был, ну, вот, идеями вот этого, да, султаната, халифата. И вот тоже, когда пришла армия в 908 году,
они целиком и полностью были в этой парадигме мышления. Они никоим образом не собирались там как-то радикально менять все эти институты. И Ататюрк это все прекрасно понимает. Причем, да, со своим характером он крайне сильно сдерживался. Следующий съезд производится в Сивасе. Тоже броско все это называется как бы национальным таким съездом, при этом там тоже все, кто можно, мы всех собираем. То есть чем он занимается? Ему необходимо сформировать систему, структуру, которой он будет способен иметь власть. Причем он не может выступить против султана, так как у султана есть вот эта легитимность в глазах всех остальных. И он, султана, постепенно начинает ставить буквально на растяжку. Тоже переломный момент был, вот, когда они организуют съезд этот национальный, то есть они организовывают как бы группу сопротивления, да, там, и поддержки национального суверенитета Анатолии и Румелии. Важно понимать то, что само название вообще турок, это в середине 19 века обозначало, ну, по нашим меркам, это, как сказать, хохол сегодня. То есть это житель был прежде всего Анатолии, такой вот отсталый сельский житель. И те турки, которые компактно проживали на европейской части Османской империи, они называли себя османами. И они считались как бы предками завоевателей, вот тех, которые пришли в свое время. То есть они были по статусу намного выше. То есть да, там даже был вот этот определенный мифодизайн. И Мустафа Кемаль этому изначально вообще никоим образом не сопротивляется. В этот же момент подписывается Северский договор, по которому официально уже, да, карты выкладываются на стол, то что Османская империя, она будет просто, да, на части разделена. Все, что там оставалось, это вот буквально вокруг там Анкары, это старый регион, там античный Галатия назывался, вот то, что должно было фактически остаться туркам, там без выхода даже к морю. Здесь происходит, скажем так, фиаско вот этого правительства, которое было на тот момент у султана, и Мустафа Кемаль пишет письмо султану, он его ставит на растяжку о том, что есть национальное сопротивление, и если султан будет этому сопротивляться, то он может потерять контроль как бы над этим всем. Султан, конечно же, видит какую-то стихию, он пытается ее обуздать, и он объявляет выборы. Мустафа Кемаль даже по выборам этим проходил в парламент, но он отказался. Он всех уговаривал остаться как раз таки в Анатолии, но он видел то, что его как бы партнеры, они все рвутся, да, все-таки в Стамбул, в столицу, в пышную, где вся эта красота, они где-то там оставаться в этой Анкаре, где-то в Сивасе, где нету ни канализации, вообще ничего. Все туда уезжают. И его начинают буквально сливать. Это было очевидно по всем его перепискам, то есть он был на грани того, когда он мог, ну, тоже все потерять. И здесь подарком является то, что бриты решили, они увидели вот да, важный момент, то что Мустафа Кемаль, он, видя вот эту неразбериху, бесконтрольность среди союзников, он решает организовать сопротивление, как раз таки первое столкновение, с французами в Киликии. Бриты оттуда уходили, зашли французы, согласно договоренностям, но они начали оккупировать те города, которые не были согласны этого договора, которые они должны были занять. И здесь вступает как бы Мустафа Кемаль, то что вот у него был один из главных принципов. Если ты не можешь кого-то на свою сторону перетянуть, то хотя бы не делай его врагом, сделай его нейтральным. Вот первое, он до этого он видит то, что итальянцев кинули, он общается с итальянцами, он обещает как бы им определенные финансовые там привилегии, так как, конечно же, вся Османская империя сидела в долгах в западных. Тут он также вступает в переговоры с французами, так как он знал о том, что 60% османского долга были в руках как раз таки французов. И они были вовсе не заинтересованы, дабы там остался вот этот нежизнедеятельный обрубок, который всех этих денег им никогда вовсе не вернет. И турки оказывают сопротивление, тоже ожесточенное, и им удается как раз таки буквально отстоять в одном из городов оборону. И французы начинают оттуда выходить. Бриты, видя все эти переговоры, понимают то, что все идет не по планам, и в 2020 году осуществляют, ну скажем так, да, переворот, то есть берут власть в свои руки в Стамбуле. Под вопросом остается событие, когда в Стамбуле был разграблен склад с оружием, которое должно было отправиться как раз таки белым в Врангелю. Там забрали 8 тысяч винтовок турки, утащили пулеметы, патроны, то есть все, что только было возможно.
И это был для Ататюрка просто джекпот. Он начинает всех зазывать, организовать правительство, так сказать, в изгнании и начать сопротивление, да, как бы его ядром, как бы организовать как раз-таки в Анкаре. И вот разворачивается вот это все событие, то, что греки наступают, армии у него нету, он еще формирует вот эту всю структуру. То есть на тот момент он не является единоличным таким вот лидером, он, так сказать, первый среди равных на тот момент. И многие идеи его же сподвижников ему не нравятся. Допустим, Али Фуад, его ближайший друг, вообще придерживался той идеи, то, что надо заручиться поддержкой США, и дабы США взяли под протекторат Турцию. Ататюрк вышел с этой ситуации так, то, что нам надо пригласить сюда делегацию, которая пусть посмотрит на обстановку. И в этот момент как раз таки двигалась делегация, дабы посмотреть, ну, они должны были взять США изначально под протекторат Армению. И Мустафа Кемаль с ними встречается. Он ведет переговоры. После этого начинаются уже в Конгрессе в США разговоры о том, что Армения будет не жизнеспособна, то есть надо брать под протекторат либо всю Турцию, либо вообще туда не вмешиваться, так как там происходит какое-то болото. То есть он снова-таки делает нейтральными просто американцев. То есть очередной игрок выходит из игры. У него остаются бриты и греки, которые наступают. И вот здесь он себя проявляет как стратег. То есть он понимает, что у него крайне ограниченный ресурс вообще. То есть все, что у него есть, это буквально вот это сельское население, которое хоть что-то ему как-то платит. Он начинает завязывать отношения с большевиками. То есть враг моего врага – мой друг. У большевиков есть деньги, они будут заинтересованы как раз-таки тоже какой-то открыть фронт где-то, да, иметь какую-то поддержку. И оружие самое главное. Да, большевики как раз-таки поддерживают. При этом всем, встречаясь с американцами, он говорит, да нет, коммунизм, он не подходит исламу, как бы здесь этого не будет. А там он рассказывает, он отправляет дядю как раз-таки вот этого ненавистного Энвер Паши, который сидит сейчас там в этот момент в Германии. Пусть дядя ведет переговоры, и дядя говорит о том, что наши идеи крайне близки, мы ведем антиимпериалистическую войну, как бы, то есть договаривается человек просто вот Ататюрк со всеми. Максимально прагматичный человек. И пока наступают греки, Ататюрк начинает брать на себя вот это эмоциональное давление, да, психологическое, то, что армия отступает. Причем важно понимать, то, что у него еще нету вот этой крепкой армии. То есть он собрал вот этот, ну, грубо говоря, сброд, там, где бегали все, кому не лень. Многие эти главари, там, атаманы, они потом даже бросили Ататюрка, когда он начал, скажем так, рубить голову им, так как те занимались, ну, просто самоуправством, могли там грабить всех подряд, то есть даже и турок. И он понимал то, что он, то есть, делает ставку на них, но параллельно он занимается формированием систем и формированием какой-то централизованной армии. Но он мыслит стратегически, и он не начинает просто вот зубами вгрызаться в какой-то город. Он берет на себя вот эти отступления армии. И все решается буквально в 22 году, когда греки стоят там за 50 километров к Анкаре. Но вот эта дальновидность... Битва на реке Сакарья, называю, вошло это в историю. Да. И вот эта дальновидность, она же дала Ататюрку то, что жители Анкары буквально поснимали все металлические оградки там, с окон, там все пошло на штыки для армии. И начинаются просто, ну, кровопролитные бои, и он не получает как бы победы в нашем представлении. Факт в том, что греки просто себя измотали. Вот этом всем, да, вот как бы вот сейчас они захватят Анкару, и просто вот этот весь их порыв, он останавливается. И Ататюрк не начинает контрудар. Вот этот момент, он только начинает производить массовую мобилизацию, и только в 23 году полностью выбивают греков. Греки начинают отступать. То есть все он мыслит максимально стратегически. Он понимает, что если, допустим, пока греки наступали, он сейчас начнет проводить мобилизацию, врезаться в какие-то города, он потеряет ресурсную базу, во-первых, у него не будет ресурсов. И победа в каком-то городе, он постоянно всем говорил то, что удержать этот город сегодня, это не гарантирует нам победы. То есть он мыслил уже то, что ему надо ресурсы на будущее. И его очень хорошо характеризуют, когда они уже убивают греков, греки эвакуируются. Когда они заходят в Измир, ему привозят Ататюрка там в отель, где он будет жить, и он видит то, что на ступенях
лежит флаг греческий. И ему говорят о том, что король Греции, он здесь жил, и он положил был флаг Османской империи, и он по нему постоянно ходил. И вот здесь Ататюрк говорит, то, что наша задача не кого-то унизить, наша задача освободить нашу нацию. То есть вот у него была идея, это то, что важно понимать. То есть он мыслил успехом своего государства. В будущем, да, там происходит трагедия в Смирне, когда город имел огромное греческое население, также огромное армянское население. До сих пор не ясно, кто начал пожар, но пожар начался в армянском квартале, и там произошла огромная просто трагедия, и только в последний момент там вывезли женщин и детей, греки. А мужское население осталось, и был указ Ататюрка, то, что, если я не ошибаюсь, кто 1 октября не эвакуируется отсюда, те все будут переселены в Центральную Анатолию. Ну, а это все помнили, как переселяли армян. Угу. В этот момент армия, греки эвакуировались, все, остается Стамбул. На него начинают давить. Извини, что я тебя перебью. Здесь нужно понимать, что это был момент огромных передвижений людских масс. По-моему, греков 2,2 миллиона, я по памяти по-моему, греков около 2,2 миллиона переселили тогда в тот момент, чтобы вы понимали. Вот с Малой Азии греки, причем там жили тысячелетиями. То есть вот значительная часть наследия древнегреческой цивилизации, там, да, которая была вот в форме этих всех полисов, они же находились в Малой Азии. Знаменитая Троя была в Малой Азии. После Юстиниановой чумы практически вся Греция была вымерла, и анатолийских греков туда переселяли, дабы еще в византийские времена заселить снова Грецию, иначе бы от Греции одни славяне там бы жили. Да. То есть для греков, собственно говоря, вот эта малоазийская история, она является, я не знаю, там, как для нас что. Я даже аналогов, наверное, не найду. Потому что это тысячелетняя история, на которой зиждилось наследие Греции в принципе. Там, да? И вот их оттуда, представьте, 2,2 миллиона человек выбрасывают. Параллельно происходит встречный процесс, потому что турки, которые были в европейской части и оказались на территории нескольких государств, в Болгарии, соответственно, там Греция, да, где там еще в Боснии и Герцеговине, там тоже они, скажем так, там не турки были, там босняки были. И на территории Албании они жили. Были на территории Албании, там и на территории Боснии и Герцеговины там была какая-то часть. Но на территории Греции, на территории Болгарии их было много там. И выселяли, то есть как бы с Греции их выселяли. Почти столько же, меньше, но не намного. И там тоже происходили такие же эксцессы, точно так же, как убивали. Я по-моему, рассказывал этот пример. Я это для чего говорю, чтобы вы понимали вообще масштаб трагедии вот в регионе, который происходил, где просто происходила резня, все резали всех. Вот. И масштаб трагедии, на которой действовал вот, собственно, герой повествования Виктора. И в Болгарии мне рассказывал, значит, один там знакомый, на юге они жили как раз в Болгарии, что когда после Второй мировой войны вот это все происходило, после Первой мировой войны, по-моему, да, после Первой мировой, или после Балканских войн, или после Первой мировой, пришли в село, где жили преимущественно турки, и им сказали уходить, часть ушла, значительная часть ушла, а часть осталась. И их предупредили, что если вы не уйдете, мы вас всех убьем. Они остались. Там несколько сот человек остались, их всех убили. И болгарин это рассказывал с таким счастьем, то есть вот у него было это такое, то есть просто вот решение как бы вопроса болгарского было просто написано на лице. И нужно понимать, что за этим стоит, потому что турки там зверствовали тоже по полной программе несколько сот лет. И уровень ненависти в регионе был просто настолько велик, что как только предоставилась возможность там разобраться между собой, то разбирались очень и очень, как говорится. Поэтому вот эта как бы история Турецкой Республики, она начинается с таких кровавых мазков. Вот в прямом смысле этого слова, очень кровавых. Причем есть книга Оливье Климана «Беседы с патриархом Афиногором». Это константинопольский патриарх, один из лидеров движения Аккумениум. Он описывал в своем детстве,
не помню, где он родился, там это сегодня Греция или Албания. То есть городок, где они жили, там было полно христиан и мусульман, так, ну, конец 19 века, даже тогда мусульмане своих соседей христиан приглашали там на обрезание, а христиане приглашали своих соседей мусульман на крещение своих детей. Да, то есть нужно добавить, что Османская империя была полиэтничной, то есть ислам играл там важную роль, несомненно, то есть он был как бы системообразующей религией, скажем так, с точки зрения правящей элиты. Вот, то есть если вспомнить, то значит, османы, они включали, когда включали новые территории, то они не заставляли всех там переходить как бы обязательно в веру, там, да, то есть это приветствовалось, потому что это раскрывало социальный лифт, назовем современным языком, там, да. И поэтому, если вспомнить, ну кого из самого известного, там, времена Сулеймана Великолепного, то же самое Ибрагим Паша, он же был как раз вот, насколько я помню, откуда-то с европейской части, там, то ли из греков, я вот точно не помню, из греков, как раз то из-под Салоник, вот что-то вот такое. Так основатель пантюркизма — это поляк, который принял ислам. Да, то есть было очень много, да, христианское все правильно. Ибрагим родился в христианской семье Спархи, территория современной Греции, в то время бывшей владениями Венецианской республики. Да, то есть как бы Ибрагим Паша, ближайший, так сказать, соратник Сулеймана Великолепного, которого он потом казнил, ну, Ибрагима пошел, казнил Сулеймана Великолепного, он там много кого и сына своего казнил, там, посмотрите «Великолепный век», просветитесь. Вот, во всех смыслах интересный сериал о власти, очень глубокий, посмотрите. И вот это вот как раз яркий пример того, что насколько вот не моноэтничная, полиэтничная была и турецкая, османская элита. И те же самые, например, армяне, они играли очень важную роль. 40% финансов держали, а греки 60%. Да. Значит, Тигран Авакян, который вот у нас в эфирах, он как раз вот из Первой мировой войны в рядах армии как бы Османской империи сражалось 100 тысяч армян, чтобы вы понимали. И вдруг начинается геноцид вот этот в 15 году, который как раз начался из-за того, что Россия продвинулась, вот после Сорокомышской операции продвинулась на востоке, и появилась реальная угроза того, что они прорвутся туда, как бы на запад к Истамбулу. А армян они использовали, россияне использовали как прокси свои, там, назовем так. И поэтому, учитывая, что там было большое население, и россияне активно использовали этот фактор, играя как бы на христианских как бы всех этих вещах, то турки просто перепугались, что короче говоря, будет потерян фронт. Именно, допустим, когда вы приезжаете в район озера Ван, опять-таки я там тоже был, в одноименный город, как раз в районе Вана была осада, турецкая армия осаждала армянский Ван, и они его просто методично расстреляли из гаубиц. И сейчас вот город Ван, он находится в 2 километрах от старого армянского города Ван, который, собственно, и находится возле древней столицы Урарту Тушпа. То есть там история, там все пронизана историей, там великие империи были, потому что Урарту в свое время сражалась с Ассирией почти на равных. Это было там 7 век, 8 век, 7 век до нашей эры. Это такое было протоармянское, как бы, как считают, по одной из версий, протоармянское такое государство было. Очень мощное. И, собственно говоря, вот они расстреляли, значит, снесли все, то есть от города не осталось ничего. Турки там не решили не заселяться, они живут сейчас в 2 километрах от старого Вана. И если вы едете вот вдоль озера Ван, там по окрестностям ходите, то там масса заброшенных армянских сел, кладбища. Вот специально выходил, смотрел, мне было просто интересно, я эту всю трагедию знал. Вот. И это вот как раз пример того, что происходит, когда ты не организован, либо переоцениваешь свои силы, либо неправильно оцениваешь обстановку, и куча народов вот просто исчезли, растворились в истории.
Ну, это можно сравнить просто с Югославией. И с одной стороны, Антанта всем этим пользовалась, то что да, они понимали там вот эту всю пестроту населения, и они всем пообещали все, что только возможно. И вот они спровоцировали вот это там тоже внутренний коллапс. И, ну, то есть, к тому же война, да, то есть все зашло, вот эта вся жестокость запредельно. И да, вот такие вот последствия в Смирне, который сегодня вообще другой полностью город, старый сгорел. И, Это называется Измир. да, Назывался Смирно, теперь называется Измир. и вот на Мустафу Кемаля начинает Извини, давить что то, что- перебью. И это по поводу справедливости в истории. Ее нет. Ну, в истории нет справедливости. Если ты не отстаиваешь свою землю, и если ты, ну, как бы теряешь вот организационную форму, ты можешь потерять землю, но можешь сохранить организационную форму, как евреи. И потом вернуть землю, там, в том числе, как бы там, да, и сохранить свою историю. Но если ты теряешь организационную форму, то ты обязательно теряешь землю, а вместе с этим теряешь вообще все. И это ценности людей. Да, Нет это, людей, да, нет будущего. это ценности организации в принципе. Да, это то, что тоже понимал Ататюрк. У него есть вот эта небольшая прослойка населения. Ну, когда республика была провозглашена, там 14 миллионов, если я не ошибаюсь, осталось где-то вот населения было. И вот перед ним остается Стамбул. На него его соратники давят, как бы, да, надо наступать, как бы, но он понимает то, что вот эта тактика шашки нагола, ну, она ни к чему хорошему не... И он снова, как всегда, мастерски начинает всех ставить на растяжку и начинает вести вот переговоры с бритами. Да, он там, как в свое время с французами, он там рассказывал про национальные армии, которые там есть, вот все как бы. И он также прекрасно понимает, то, что бриты остались сами, и их армия тоже деморализована. Еще на самом деле они думают о том, как вернуться домой, воевать они не хотят. Да, им уже тот Стамбул, он там нафиг не И надо. нужно немножечко подождать. Да, и оттуда бриты в конце концов как бы тоже начинают эвакуацию. Султан тоже понимает, дело пахнет керосином, как бы тихонько просит, дабы его вывезли. В 6 часов утра бриты ведут какие-то непонятные учения возле палаца, где сидит султан. К 6 туда подъезжают машины скорой помощи, садится султан, и вот он уезжает на Мальту, как всегда. А потом он уехал в Мекку, если не ошибаюсь, к шерифу, которому тоже много чего пообещали, много чего хотел. И вот они сидели там вдвоем обиженные, рассказывали, какая Антанта плохая. Как бы вот такая вот история, если ты полагаешься, то, что тебя кто-то спасет. В то время как Мустафа Кемаль, он мыслил в длинную, что и как ему надо делать. И 23 год, в ноябре месяце, как раз таки провозглашается сначала Анкара как новая столица, и вот 29 числа было 29 ноября, то есть ноября, октября, что-то это. Да, то есть 29 числа была провозглашена Турецкая республика. Состояние, да, Турции на тот момент. 14 миллионов населения осталось, до 29 года полностью запрещено повышение каких-либо ввозных налогов. Импорт на 70% состоит из товаров бытового потребления, ну то есть это полная задница. Даже если ты попросишь какие-то деньги, тебе их дадут в кредит, то тебя заваливают своими товарами и просто эти деньги из тебя вымывают. Экономика, соответственно, тоже в разрухе. Огромная часть переселенцев с Европы, которых туда переселили. Ну, короче, ситуация, песня. Чем начинает заниматься Ататюрк? В первую очередь начинают организовываться государственные экономические организации. Так как государства, да, Антанты, европейские государства, Турция не имеет права повышать ввозные пошлины, они туда свободно их возят, то организуются национальные предприятия, которые просто весь этот товар, фактически они его скупают, делают свою наценку и продают населению. Это начало давать 30% дохода бюджету. Также принимается вообще, да, вот модель экономики, это этатизм, то есть модель
Она может принимать самые гибридные формы, но главная характеристика то, что государство берет на себя самые капиталоемкие формы направления развития экономики. Например, там, тяжелая промышленность, все остальное. Да, то, что частный капитал не может реализовать, и то, на что невозможно привлечь какие-то иностранные инвестиции. Так как количество финансов крайне ограничено, начинают формироваться национальные банки буквально. То есть крайне жесткая вообще валютная политика. И начинает реализовываться программа по фактической реализации импортозамещения. То есть вот этих 70% да, потребительских товаров, которых просто завозят, им надо как-то развивать свою промышленность, хоть какую-то, дабы все это начать замещать. И не только промышленность. Давай я расскажу. Я не знаю, ты знаешь об этом или нет. Как Турция перешла с распития кофе на чай. Знаешь? Нет. Нет? Это была вот именно эта программа. Потому что когда кофе пришлось импортировать, потому что они потеряли территорию, где, ну, короче говоря, они потеряли доступ к территориям, где производится кофе. Вот, контролировала, естественно, Антанта, которая на этом зарабатывала. Там, да, и валюта вымывалась из страны, и поскольку кофе был ну, национальным напитком, по сути, поскольку они к нему столетиями там, привыкали, там, да, собственно, когда Европа узнала о кофе, там, когда была осада Вены... Ну, у них же спор с греками идет, да. Греческий кофе или турецкий кофе. Ну, одна из легенд, как бы там, да. То есть, что сделал Ататюрк? Он решил вместо кофе имплантировать в тело свободной Турецкой Республики чай. И он послал специалистов, которые поехали куда-то там на Шри-Ланку, там куда-то еще, в Индию. Значит, они привезли оттуда чай. И в районе Ризе, это северо-восточное, юго-восточное, да, юго-восточное побережье Черного моря, Трабзон, Ризе, вот ближе туда к грузинской границе. Так называемая территория Лазистана, там, где живут мусульманины и грузины. Вот. И там разместили эти чайные плантации, там начали производить этот чай. И в течение нескольких лет он обеспечил переход Турции на чай своим волевым решением. И поэтому вот эти желтые большие пакеты чая, ну те, кто любит турецкий чай, вот они как раз производятся вот там вот. И там к началу 30-х годов Турция начала вот в этих стаканчиках пить чай. Так они же... И резко уменьшили импорт кофе. Ну, понятно, что потом как бы оно пошло, когда стало легче, но таким образом была создана целая отрасль народного хозяйства, как говорится. И самое главное, была создана иная культура потребления иного продукта. Вот так. Так они буквально за 2-3 года вот эти объемы производства там, сельского хозяйства, которые были на территории Анатолии, да, до начала войны, они их вернули. 2-3 года. Какие были льготы? Ну, то есть государство берет на себя фактически такую роль, то есть флагмана, который, да, задает вектор развития. То есть и он создает спрос для вот этого, да, какого-то кустарного производства, сельского хозяйства. Человек, который там, ну, да, предприниматель, если он хочет открыть производство какое угодно, 10 гектаров земли ему просто давали безвозмездно, бесплатно. К тому же государство обязывалось в первый год производства купить 10% всей продукции. То есть гарантированно они это все скупали. Были колоссальные проблемы с логистикой. Там недостроена эта железная дорога, асфальтированных каких-то дорог там вообще практически тоже не было. Поэтому государство компенсировало 30% на перевозки. И вот за 3 года это дает им буквально, да, вот этот, то есть пушит экономику настолько, да, то, что они возвращают экономику Анатолии на довоенный уровень. И вот этот этатизм экономический, он продолжался аж до 80-го года. Только с 80 по 93 они там развивали, реализовывали программу, так сказать, план приватизации. И, допустим, Turkish Airlines, это компания, которая там какое-то управление по авиаперевозкам, или как-то так называлось, основана в 1933 году. В 1995 году продали часть акций, и даже сегодня 49% акций, ну, одного из крупнейших брендов, там, одних из, ну, самых, да, таких популярных мейнстримных авиалиний,
ну, они принадлежат государству, это о неэффективности государства. И в той ситуации, когда ты оказываешься у такого развала, без государственного вмешательства ты вообще никак оттуда не вылезешь. К тому же по 29 год они не могли вообще никак повышать пошлины. В 29 году только договор этот заканчивается, они сразу на 50% их повышают. Ну а дальше начинается мировая депрессия, и, соответственно, у них опять-таки возникает ситуация, когда неоткуда привлечь буквально капитал просто. То есть они начинают крайне сильно вот на всем экономить. Важно понимать, когда в 1948 году, если я не ошибаюсь, когда Турция присоединилась к плану Маршалла, то в Турции было 2000 тракторов. Они за первый год купили 10 тысяч. То есть вот насколько, да, была такая разруха и ограниченность вообще в ресурсах. И то, что ты сказал, да, централизованная финансовая система, то есть все. Начинается уникальная ситуация, то есть для формирования всей вообще правовой системы Ататюрк заимствует, ну, самое передовое на то время право в Швейцарии. В плане конституции формирования, там, гражданского кодекса, ну, то есть все импортируется фактически со Швейцарии, самое либеральное, но внутри система максимально авторитарная. Оппозиция, ну, фактически карманная. И вот в этой книге, как раз, которая есть в Украине, там рассказывается о том, что вот, да, такие авторитарные склонности были у Ататюрка, но умалчивается то, что там, допустим, в 30-х годах под движением исламистов там людям головы отрезали, как бы на пику надевали. То есть вот такая была тоже реакция, да, за ислам. То есть об этом в книге умалчивается. И здесь парадокс в том, что Ататюрк, он был, ну, другими методами как раз таки не способен просто все это реализовать. То есть здесь надо было действительно вот так вот ломать все через колено. И вот то, что я говорил, буквально до этого там за 50 лет турок, ну это как бы, да, это какой-то простак там из деревни. Он начинает формировать все буквально заново, заново выстраивать экономику, заново все эти институты. У них на тот момент ситуация, то, что они заимствуют все идеи у всего мира. Как сам Ататюрк говорил, там неважно, то есть Италия, Германия, что везде происходит, мы везде смотрим и берем оттуда опыт. То есть огромное участие государства в экономике вплоть до 80-х годов было как раз таки тоже где-то приблизительно 70-80%. Но создавались все условия для создания вот этой, да, мелкобуржуазной прослойки, дабы начинал формироваться вот этот национальный капитал. К тому же начинается колоссальное культурное преобразование. Конечно же, это языковая реформа. В конце Османской империи население разговаривало на смеси самых разнообразных языков. Там, то есть была смесь как бы османского с перским, там, с арабским, то есть вот, да, там поэзию писали на персидском, на чем-то, то есть вот как бы все вот так вот. И он принимает решение о том, что им надо вообще сделать языковую реформу. И буквально по всей стране объявляется конкурс поиска новых слов. Вот когда наши националисты видят какой-то такой вот мононационализм Ататюрки, они не понимают, что это было, да, не нечто, то, что уже было, это создавалось все заново. В 1938 году, когда Ататюрк умер, то молодежь была не способна прочесть вот эту знаменитую его там речь, ну ту, которую он там трое суток рассказывал. То есть настолько язык изменялся. Ее даже на протяжении, там, он ее произнес, эту речь в 1927 году, за 10 лет ее несколько раз переписывали, настолько язык вообще постоянно изменялся. Он начинает, ну, то, что вот, пить он любил, то есть он делает это просто, публично, при всех. Есть история о том, что он сидел там, где-то попивал и где-то какой-то минарет заиграл, сказал снести, как бы, дабы его здесь не было. Он организует даже культурный фронт, так называемый. Он говорит, вся наша национальная музыка это все как бы фуфло, нам надо все европейское, вот на западный манер, так сказать. И по радио начинают играть европейскую музыку. Небо, оранжевое. Но случается то, что население прекратило слушать радио и начало слушать там радио из Персии, из Египта, то есть вот не Население удалось. тоже не хотело вот сразу все так воспринимать. Да, то есть это вот показатель того, что все сразу не изменишь. Когда он производил языковую реформу, он спросил, сколько времени уйдет на реализацию, ему сказали до 5 лет. Он сказал, либо мы это делаем за полгода, либо ничего вообще за это все браться.
То есть вот настолько радикально. Но еще нужно сказать, что у него была блестящая как бы тактика внедрения реформ, когда он постоянно переключал внимание с одной проблемы на другую. И он сначала сосредоточил внимание там условно на второстепенной, там, и все начинали сраться как бы по поводу того, что он там условно готовит вот этот языковой вопрос. Вот. А он молниеносно осуществлял другую реформу, которой никто не был готов. И короче говоря, противники перебрасывались на критику этой реформы, забывав про ту, а он внедрял как бы потом ту. И он вот так вот их раздергивал. То есть он стратегически очень и тактически очень грамотно навязывал политическую Он политику. всегда всех на растяжку ставил, вот буквально. И он был, конечно, шоумен, как он там написал на латинице какое-то слово, сидел там, тоже выпивал что-то. Подошел официант, он к нему: прочитай это слово. Тот прочитал, говорит: все, зачем мне говорят, тут 5 лет нам надо на языковую реформу. Вот смотрите, да, публично все это продемонстрировал. Конечно же, шляпу начал носить, сказал, какие фески, как бы шляпа — это символ цивилизованного человека. Вот он везде приезжал, как бы носил шляпу. Также он выступил, пусть женщины не покрывают голову, то есть женщины должны, мы их что, боимся? То есть он вот так вот, да, тоже ставит на растяжку мужское население. Мы что, боимся женщин? Пусть они нам покажут свои лица, пусть они станут частью нашего общества, как бы, да, то есть пусть они тоже добиваются успеха. Когда началось восстание курдов, то одна из его дочерей, которая стала первым военным пилотом, бомбила курдов. И он формировал фактически, вот, да, когда мы там смотрим на Турцию как на некий такой монопроект, мы не понимаем вот ту глубину, какую он выстраивал вообще касательно вот этого, да, как мы бы сказали, мифа дизайна. Первые банки, которые он создавал, национальные, они же носили название там в честь хеттов, шумеров. И когда он, если не ошибаюсь, город Ялы называется, в 30-м году там он отдыхал, это термальные источники знаменитые на мраморном там море. Ему привезли около 800 книг, и он пока отдыхал, просто начал штудировать всю историю, все, что есть по истории турок. И он, ему приписывают много слов, но вот, да, есть некоторые такие достоверные фразы, и, как он говорил, у больших деревьев должны быть глубокие корни. И он начал углублять всю эту историю, там, вплоть до хеттов, шумеров, то, что это все наше. Я напомню просто, что столица хеттов, древлехетское государство, хетское государство было одно из мощнейших вообще, как бы там на Ближнем Востоке, это какой там 13 век, по-моему, до нашей эры. До коллапса Бронзового века, да. Да. То столица Хаттуса, она находилась на территории Турции. И то есть он таким образом простраивал, то, что вы говорите, он простраивал взаимосвязи, хотя на самом деле там никакого отношения к хетам турки не имели. Причем но он включал в турецкую, в мифодизайн Турецкой Республики, включал те пласты, которые как бы там были у часы с вычелой давнины. Да, так его же одна из дочерей стала историком, и он лично принимал участие в написании учебника, да, для школы, для студентов. Начали приглашать самых разнообразных, там пусть это какие-то историки-фрики, но если они рассказывают о древности турок, мы его приглашаем, устраиваем международные конференции и рассказываем о том, насколько мы древний народ. Причем историю Османской империи в учебниках изначально минимизировали, так как начиная до 17 века вот этот упадок, да, национальное как бы унижение постоянно, он пытался подвязать как раз таки самоощущение турок под успехи. И когда он буквально, да, вот эти все экономические успехи они демонстрировали, то да, подвязывались под эти хеттов, и да, там сражение у Кадеша, там эпоха бронзовая, так кто навалял египтянам? Мы наваляли. Да, это было сражение во времена Рамзеса II, по-моему. Да. Это на территории современного Израиля, как бы там ближе к этому, ближе к Египту туда там, да. Вот. Это 13 век, по-моему. Да, 13 век. Это последнее великое сражение бронзового века. Там. Что Мегида там еще, как бы там, сражение Мегида тоже там где-то было. Самое главное, это сражение у Кадеша. Пытаюсь вспомнить историю Стародавнего Восхода, которую 25 лет назад учил. Даже не 25, 20, 30 лет почти назад, 30 лет учил. И вот тут турки как говорят: мы наваляли египтянам. Какие сомнения? Посмотрите на нашу страну. Вот, как мы развиваемся. Да, Рамзес II, ему Ватали II, все правильно. А вот Кадеш неправильно, территория современной Сирии. Да.
То есть он максимально углубляет вот эту всю историю, да, он выстраивает вот визию государства. И вот есть вот эта, да, ошибка, как бы, когда рассматривают армия равно Ататюрк, Ататюрк равно армия. Да он фактически создал вот эту армию, был с нуля, и когда там в 60-х, 70-х, 80-х эта армия выступала, да, вот эти выступления армейские просветители, он создал эту армию, и он создал идею, которую несла армия. Он был реально просто вот человек, который жил своими идеями, да, то, что я сказал там про детей. Когда пытались его мировоззрение там упаковать, по примеру, там Сталина, Ленина, как бы какую-то идеологию создать, он вообще от этого отказался. Вот для него все, что было, это вот он реально как бы, он хотел создать вот этот проект, да, он жил там нацией, как он постоянно выступал. Но, как я сказал, у него был, да, вот культурный фронт, да, такую ошибку он допустил, пришлось потом все это отменять. К тому же, то, что начали закручивать гайки касательно религии очень сильно, это привело к тому, что тюрьма превратилась просто в рассадник исламизма и коммунизма. Когда они попытались там осуществить еще во время войны за независимость там эту карманную коммунистическую партию, а большевики как бы нет, нам фокус ушами этот ваш не нравится, создали свой проект, то эти ребята просто где-то по дороге потерялись, то их собаки съели там, короче, неясно, где-то пропали и неизвестно куда. И никакой оппозиции, то есть все было зачищено, 2 раза пытались создать какую-то оппозицию, ничего, то есть очень по-быстрому ее ликвидировали, и либерализация началась только после Второй мировой войны. И Ататюрк умер в 1938 году, вот то, что ты сказал. 1948 год, 2000 тракторов еще каких-то, да, то есть и вообще вот у нас сегодня есть вот эта спайка Ататюрк, и вот современная Турция, которая входит там в топ-20, а по некоторым данным там она ну, там чуть ли не топ-11, 12 там экономик. Ну, мой возраст мне не позволяет там так, ну, с уверенностью сказать, но если не ошибаюсь, это последние лет 10 только Турция считается таким флагманом. То есть до того раньше она не вызывала восторга. И вот когда мы смотрим то, что придет отец какой-то, да, там не было в 91 году Ататюрка, так Ататюрк залил фундамент. И вот если вы зальете фундамент, насколько комфортно вам будет зимой жить на земле. И Турция 100 лет выстраивала кирпичик за кирпичиком, они допускали кучу ошибок, там были вот эти выступления армии, там у них было несколько раз дефолт. Но почему были дефолты? Да потому как они брали постоянно, да, вот заимствовали инвестиции, государство их контролировало, но им надо было повышать покупательную способность. У них население изначально 14 миллионов. То есть тебе приходится включать печатный станок, раздавать деньги. И здесь, то есть это экономика, когда ты ее развиваешь, тебе надо очень много вкладываться, чтобы создавать вот эту какую-то промышленную подушку, а потом крайне сильно экономить, дабы вот этот долги все их сжигать. Если ты их не начинаешь вовремя сжигать, у тебя наступает дефолт. И это была длительная история, то есть вплоть до, как я сказал, 80-х годов, участие государства ну, там, на 80% было в экономике. Только потом они там 15 лет фактически формируют вот эту всю программу приватизации, начинают продавать эти государственные предприятия, и то еще они тратят там фактически 20 лет, и только сегодня они имеют вот этот потенциал свой. То есть никакой даже лидер, а Ататюрк, вот, по моему мнению, то есть это был да, экстраординарный, но человек, который допускал ошибки. Но главная его заслуга, то, что он воспользовался моментом хаоса. Это те времена, когда вот действительно роль личности в истории просто колоссальна. Он восхищался Наполеоном, да, до того был там Кромвель таким человеком. Вот когда они приходят на вот этот хаос, старое отбрасывается и создается нечто новое. И мы, когда смотрим на Ататюрка, как на моно вот этого, да, такого лидера, и мы думаем, то, что вот это сегодня у нас можно реализовать, то с Ататюрком были знакомы первый из Шахиншахов, этих династия, как они, Пахлеви, вот эта династия. И также приезжал король Афганистана. Они все смотрели, они хотели учиться, как бы, да, воспроизвести весь этот опыт. Что произошло с Афганистаном и с Ираном? Суть в том, что когда мы смотрим на попытку вот этой модернизации радикальной в Иране, это же фактически вдохновение Турции. И вот то, что было на эфире с Ильей, когда да, сказать то, что общество проходит определенный период развития, когда вот такие автократические методы, они не работают.
И в 70-х годах, когда даже в самой Турции происходит расцвет вот этого исламизма, так как идет, да, вот эта антиколониальная борьба, успехи все, то есть ислам на подъеме. И когда это пытаются реализовать как раз таки в Иране, другая обстановка. И общество полыхнуло. То же самое произошло в Афганистане. То есть прошло время. И сегодня у нас этого невозможно реализовать. Не придет никакой Ататюрк. То есть такие люди приходят, ну, то есть это, да, моменты, которые бывают очень-очень редко. И то, что ты сказал, он умер в 1938 году. Но турецкое общество еще 100 лет вкалывало, дабы достичь сегодняшних своих результатов. Поэтому перед нами стоит очень-очень длительная дорожка создания нового государства. Да, и я еще хотел пример привести, когда Витя вот вспоминал, там, как это все закладывалось. Этот индустриальный парк Анкары они закладывали, чтобы вы понимали, в 79 или 78, 1979 или 78 году. Сегодня вот в индустриальном парке Анкары производят, в одном индустриальном парке Анкары, а у них там по всей стране этих парков, не знаю сколько там, очень много. Так вот, там в одном этом парке производится больше всего, чем производится вся промышленность Украины. Ну, я имею в виду машиностроение, как бы вот такие вот вещи. То есть это просто масштабная работа. Они, турки это немцы Ближнего Востока. Я бы вот так Ну как бы так, их назвал. перед Первой мировой войной они заказывают корабли в Великобритании, которые просто, ну, бритые, да, решили, забрали. А сегодня Турция строит корабли для Украины. Вот, как бы, да, и им пришлось начинать с вот это, да, со дна. И вот нам надо понимать то, что мы тоже на таком дне. Да. И вот у Еще, нас, еще не на дне. ну, у нас будет колоссальный вот этот тоже, ну, социальные проблемы, когда вернутся люди, да, там вот с фронта все, то есть это все надо будет обеспечивать. В то же самое время мы смотрим, у нас куча товаров появилась там, польских на полках, все остальное. То есть как мы будем брать, ну, у нас ситуация, конечно, с едой у нас все получше там, да, как бы, но тем не менее, если мы будем просто брать кредиты и просто раздавать их населению, то у нас просто будет капитал вымываться. И все, то есть нам будут давать деньги, мы будем покупать продукты, и ну, мы никуда не придем. То есть нам придется, во-первых, искать диалог, так как политика, как бы, я требую все и никак иначе. То есть с этим мы никуда далеко не заедем, так как это самый лучший инструмент, если власть начинает играть «разделяй и властвуй», всем все пообещать, как бы включить печатный станок и, ну, то есть, сколько вам не дадут денег, это все потом сожрет инфляция. То есть нам надо будет подниматься снизу, развивать всю свою промышленность, ВПК, и никакие либеральные такие вот розовые представления о том, что давайте просто откроем рынок, нам сюда все заведут, все построят, и деньги сюда заедут. Нет, ничего не будет. Конечно, у нас есть, да, другие исторические преимущества. Допустим, ну, скажем так, первое то, что тогда не было такой мобильности населения, у Турции население не могло встать и уехать. Ну а сегодня для Турции, ну для Украины, как бы Европа ожидает молодое население, приезжайте и работайте. То есть перед нами стоит такая угроза. С другой стороны, Ататюрк столкнулся с тем, что невозможно было привлечь капитал. Сегодня для капитала, ну, одним нажатием кнопки только создайте условия. Все, капитал к вам приедет, его можно крайне быстро, активно привести. К тому же, когда происходит разруха и, как у нас, да, не осталось буквально специалистов во многих сферах, нам придется этих специалистов завозить втридорого, буквально. И когда вот у нас думают, почему у нас земля не как в Европе стоит, то эта земля никаким китайцам не нужна, они туда не приедут. Китаец не приедет в село, где нету ни детского садика, ничего, нету ни дорог, нету ни магазина, и стоят хаты-мазанки, которые разваливаются. Поэтому у нас надо будет закатывать рукава и работать, работать, работать. Да, и еще один важный вывод из турецкого вот этого вот кейса, как бы, да, реформа Ататюрка, это то, что разные народы по-разному используют, выходят из социальной катастрофы. Просто некоторые вообще не выходят, а некоторые выходят значительно сильнее. И в этом плане нужно сказать, что это не только касается Турецкой Республики, это касается россиян. Что они, проходя через социальные катастрофы, они выскакивали несколько раз усилившимися. После смуты
это и начало 17 века. Потом фактическая смута, которая перед Петром Первым начиналась и чуть не закончилась гражданской войной, как бы, который тоже рывок совершили. 1917 рывок совершили. 1991 как бы. Не могу сказать, что совершили рывок с точки зрения социального как бы, конструкта, там, да, то есть, но сумели усилиться и использовать ситуацию для того, чтобы попытаться восстановить зоны влияния. Ну, И мы находимся мне... непосредственно в этом замесе. Там, да? Поэтому, во-первых, никогда не нужно недооценивать врага. Во-вторых, всегда нужно учить опыт всех, кто совершил такие сумасшедшие рывки из катастрофы. И в-третьих, нужно помнить, что социальная катастрофа и дно это не повод для того, чтобы самоубиться о стену, а повод для того, чтобы стать сильнее и начать подниматься вверх. Особенность России в том, что они умеют играть в длинную. Вот у них, да, горизонт планирования, они умеют, да, они могут отступить, сделать шаг назад, дабы сделать потом 2 шага вперед. Они умеют давить, вот играть в длинную, у них очень прекрасно это все получается, поэтому нам надо тоже быть к этому готовым. И вот пример вообще Ататюрка и Турции, это вот самый важный момент. Когда даже в 1908 году там пришли эти молодотурки, армия, они ничего не могли изменить, так как у населения, да, вот они жили определенной парадигмой мышления. И вот то, что я рассказывал. Коллапс, он всегда приводит к тому, что старые парадигмы, они начинают разрушаться. И только когда разрушается старое, можно создать новую визию. Но под это все, то, что вы тоже обсуждали с Ильей в эфире, важно формировать организацию, которая будет как раз таки брать вот эту новую визию и, да, просто вот у младотурок вот это единение и прогресс, у них уровень организации был колоссальный, они очень быстро взяли все сферы деятельности Османской империи под контроль, но они ничего не могли противопоставить видению вот нам нужен султан, халиф, и как бы мы от этого никуда не уйдем. И к тому же, когда у тебя часть населения одевает европейские костюмы, а вторая часть тюрбаны наматывает на голову, как бы, то проще всего только вот спровоцировать, да, вот этот раскол, который и произошел. Вот эта вся пестрота, вот это все, оно потом начало коллапсировать. Но Мустафа Кемаль, он мыслил стратегически. Пока старая система обрушалась, он выстраивал новую. И пока обрушался старый миф, и пока он его сам, скажем так, тоже раскачивал понемногу, он формировал новый. То есть крайне важно вот этот момент, да, то есть понимать, то, что разруха это шанс, да, вот этот хаос, это возможность создать нечто новое, отбросить вот это старое, то, что мы видим неэффективно, и создать нечто новое. И в этом главный урок вообще Турции, то, что мы должны у нее взять на вооружение. Отличная концовка, и я считаю, что отличный эфир получился. Глубокий и с необходимыми экскурсами в историю и пояснениями. Поэтому Виктору Кореневскому большое спасибо. В описании к эфиру ссылки на его значит, аккаунт в социальных сетях. И все, на этом заканчиваем. Всем медоедам спокойной ночи, держитесь. Обязательно посмотрите фильм «Буча». Те, кто не посмотрели, прочитайте рецензию Личи Далума. Она стоит уже у меня в телеге. Я поставил на хвилю ее, перевел на русский язык. Сейчас перевожу прямо в ходе эфира. Я запустил переводы на английский, немецкий, возможно, и французский, наверное, запущу, потому что рецензия великолепная. Есть ссылка на нее у меня в Фейсбуке, собственно, на сам оригинал у него на странице в Фейсбуке. И я даю ссылку на хвилю, то, что стоит на русском языке переведено. Поэтому прочитайте, и те, кто не сходили еще на фильм «Буча», обязательно сходите, не пожалеете. Это великолепный фильм во всех смыслах. Будете под большим впечатлением несколько дней точно. Все, обнимаем, целуем, пока.